Всем привет! Пока в Нирсе выпускают совершенно поломанные осциллографы вроде 2D15P, я его разбирал в прошлом видео, Хантек делает большой шаг вперед, двигая 2 гигасэмпла и полосу пропускания аж в 500 МГц массы. И сегодня у меня на канале новый осциллограф компании Хантек и из линейки DSO 2D20, модель 2D50. Мне кажется, в Хантек перемудрили с неймингом. Сама линейка называется 2D20, и внутри нее есть модель с таким же названием 2D20. Главная фишка нового осциллографа – частота дискретизации 2 гигасэмпла. И рекордная на сегодня для любительского уровня полоса пропускания 500 МГц. Как и в предыдущей линейке, всего в линейке 2D20 6 моделей. 3 с генератором, 3 без генератора. С полосой 200, 350 и топовый на 500 МГц. Кстати, а отличаются ли разные версии на 200, 350 и 500 МГц чем-то внутри осциллографа, или же единственное отличие только в комплектном щупе, я пока что не разобрался. Пройдемся по параметрам. Полоса пропускания 200, 350 и 500 МГц. Но основной и самый главный параметр – частота дискретизации – 2 гигасэмпла. 2 гигасэмпла мы получаем только в одноканальном режиме. Если активировать одновременно два канала, выходит по 1 гигасэмплу на канал. Ну и, наверное, самая грустная фишка новой линейки – глубина памяти всего 80 тысяч точек в одноканальном режиме и, соответственно, по 40 тысяч точек на канал в двухканальном режиме. Напомню, что в предыдущей линейке было 8 миллионов точек. На то время это было немного, но за свои деньги это неплохо. А сейчас, в 2026 году, и всего-то 80 тысяч точек. Как-то совсем бедно. И еще из нового появилась возможность включить импеданс 50 Ом. Это важно, если надо согласовать вход осциллографа с 50-омным источником сигнала. Можно, конечно, пользоваться терминирующим переходником на входе осциллографа, но считается, что встроенная терминация на 50 Ом внутри осциллографа должна работать лучше. Также в новой версии появились дополнительные ФНЧ на 100, 200 и 350 МГц. Опять же, есть ли эти ФНЧ во всех моделях или только в топовой, точно мне пока что неизвестно. Если кто-то уже купил младшую модель, напишите в комментариях, как обстоят дела с этим у вас. Существенно увеличили чувствительность вертикальной системы – 500 микровольт на деление. В прошлой версии было 2 милливольт на деление. В версии прибора на 500 МГц минимальная развертка полнаносекунды на деление, в младших 1 и 2 наносекунды соответственно. Генератор на первый взгляд никак не изменился. Стоимость 500 мегагерцовой модели 2D50 порядка $400, что уже как бы совсем немало. Но, повторюсь, на рынке это самый дешевый 2 гигасэмпловый осциллограф на сегодняшний день. Для начала пройдемся синусом от 10 МГц до 1 ГГц. В качестве источника сигнала будет выступать генератор Tenisa Ultra. Уровень сигнала установлен на минус 22 dBm, что при нагрузке 50 Ом соответствует примерно 50 милливольтам от пика до пика. По заявлению производителя, генератор обеспечивает точность по уровню около плюс-минус 2 дБ до 800 МГц. Для сигнала 50 мВ это может дать разброс от 40 и до 63 мВ. Это многовато, поэтому использовать его для проверки точности осциллографа по амплитуде в рабочей полосе частот было бы не совсем корректно, поэтому мы просто посмотрим, на какой частоте осциллограф начнет стабильно и заметно занижать амплитуду. Для сравнения задействую осциллограф Regal MHO 954. Полоса пропускания у него по заводу также 500 МГц, но сейчас с помощью модификации он раскрыт аж до 1,2 ГГц. Для согласования с 50-омным выходом генератора входной импеданс переключен в положение 50 Ом, а все входные фильтры отключены. Осциллограф работает в режиме полной полосы пропускания 500 МГц. Так как у Тиниса всего только один выход, и чтобы минимизировать потери и влияние осциллографов друг на друга при подключении через переходники, Regal я отснял заранее и синхронизировал с показаниями Хантека. Пока что видим, что Хантек вполне стабильно сохраняет амплитуду с ростом частоты, и оба осциллографа показывают близкие относительно друг друга значения амплитуды. Где-то до 300 МГц показания на обоих приборов совпадают. На частоте 300 МГц Хантек 2D50 на несколько милливольт завышает амплитуду, а на частоте 500 МГц сигнал упал до 40 милливольт, и пока что падение не пробило уровень 0,8. Соответственно, можно считать, что Хантек 2D50 вполне соответствует заявленной полосе пропускания в 500 МГц.
А до уровня 0,7, что соответствует 35 милливольтам от пика до пика, сигнал упал только на частоте 700 МГц. Ну и если верить показаниям Регола, с небольшими отклонениями Тиниса Ультра сохраняет амплитуду 50 милливольт как минимум до 1,1 ГГц. Хантек на этой частоте уже сильно теряет уровень сигнала. Итак, выше 800 МГц сигнал перестает быть устойчивым. Амплитуда сигнала сильно колеблется. Появился эффект амплитудной модуляции. После 800 МГц также перестает адекватно работать аппаратный частотомер, который, кстати, вполне неплохо справлялся со своей функцией до 800 МГц. Но после 800 МГц он уже не работает. Это неудивительно, если учесть, как сильно сигнал искажен. Если подытожить, на частоте 500 МГц уровень сигнала падает примерно только до 0,8 от исходного уровня, а до 0,7, то есть примерно до уровня минус 3 дБ, сигнал опускается лишь в районе 700-800 МГц. На первый взгляд это выглядит неплохо. Формально получается, что полоса пропускания даже несколько выше заявленных 500 МГц. Но проблема в том, что после 800 МГц сигнал уже заметно искажается, а ФНЧ при этом все еще пропускает частоты выше 1 ГГц. Для этого прибора при частоте дискретизации 2 гигасэмпла частота Найквиста составляет 1 ГГц. То есть часть сигналов выше Найквиста потенциально может попадать на вход АЦП, и на сложных сигналах с быстрыми переходами, например на меандре, это уже может приводить к заметному искажению формы сигнала. По идее, ФНЧ у 2D50 должен быть настроен так, чтобы отрезать любые сигналы выше 1 ГГц. Хотя, с учетом того, как он отображает синус выше 800 МГц, то неплохо было бы, чтобы ФНЧ резал все, что выше 800 МГц. Но тогда, по идее, спад АЧХ должен начинаться раньше, и в таком случае заявить прибор как 500 МГц осциллограф было бы уже сложнее. Но с другой стороны, для более правильного ФНЧ пришлось бы ставить АЦП порядка 5-6 гигасэмплов и, само собой, более дорогостоящий входной тракт. А это неизбежно привело бы к серьезному удорожанию прибора. По сути, здесь выбран компромисс между достаточно широкой полосой пропускания и качеством отображения сигнала, в состав которого входят компоненты выше основной рабочей области. С учетом относительно невысокой цены этого хантека и его ориентации на любительский сегмент, такой компромисс, на мой взгляд, выглядит вполне приемлемым. Но это все в идеальных условиях, когда активен один канал и для обработки сигнала задействованы все 2 гигасэмпла. А что будет, если я включу второй канал? А после включения второго канала 2 гигасэмпла делятся между двумя каналами, и каждый получает уже всего по 1 гигасэмплу. Это видно вот здесь, вверху экрана. И по идее ФНЧ должен был бы срезать полосу пропускания в 2 раза. Но этого не произошло. Видно, что амплитуда сигнала держится на тех же уровнях, что и в одноканальном режиме. Где-то после 400 МГц все те же искажения в виде амплитуды и модуляции, и после 500 МГц прибор начинает безбожно врать, отображая 600 МГц сигнал как 400 МГц, а 700 МГц как 300 МГц и так далее. В общем, алиасинг во всей своей красе. Но опять же, это не значит, что осциллограф становится бесполезный. Просто надо учитывать, что в двухканальном режиме полезная полоса пропускания становится существенно уже 500 МГц. Скажем, 100 или 200 максимум. Кстати, напомню, что у осциллографа есть набор ФНЧ, и при включении двух каналов я рекомендую их использовать. Это может несколько уменьшить проблему с алиасингом. Хоть алиасинг для осциллографа это серьезная проблема, но для полосы 500 МГц эта проблема решается очень дорого. Правильные осциллографы с полосой в 500 МГц могут доходить до 5 или даже 10 тысяч долларов. И даже еще дороже. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что для своих денег 2D50 вполне интересный вариант. Просто не надо ждать от него чудес и строить иллюзий, будто это прибор того же класса, только в несколько раз дешевле. Ну а какие компромиссы приемлемые, а какие нет, это уже каждый должен решать для себя сам. И я надеюсь, это мое видео вам в этом хоть немного поможет. Меандр начнем смотреть частоты буквально 1 Гц. Иногда полезно глянуть, как осциллограф работает на сверхмедленных развертках. Например, как сейчас, 1 секундная развертка. Ну и немного посмотрим на режим самописца или по-другому ролл режим.
Меандр 1 кГц на любом осциллографе обычно выглядит идеально. У Ригала здесь есть иголки. Они обусловлены звоном на фронтах, который выдает генератор Ригола. Хантек тоже может показать эти иголки, но только на более быстрых развертках, от 1 микросекунды и меньше. Ну и на Хантеке мы видим тот же самый звон генератора. Меандр на 1 МГц выглядит хорошо, тут добавить нечего. Но приближаясь к 10 МГц, видно, что меандр перестает быть идеальным. Углы переходов закругляются, а идеальный меандр начинает походить на трапецию. Здесь видно, что оба прибора рисуют сигнал почти одинаково. Сейчас мы уперлись не в возможности осциллографов, а в сам источник сигнала. Встроенный генератор MHO-954 выдает такую форму, и оба осциллографа показывают ее одинаково. Время нарастания фронтов этого генератора порядка 10 наносекунд. Это слишком медленно, чтобы оценивать временные параметры осциллографа на 500 МГц. Поэтому дальше я буду использовать вот такие кустарные генераторы с AliExpress на базе микросхем C5351A и LMX2820. Генератор на базе C5351A выдает меандр на частотах от десятков кГц до 200 МГц. Время нарастания фронтов порядка 470-500 пикосекунд. Генератор на базе микросхемы LMX2820 работает от 50 МГц до 22 ГГц. Примерно до 5,6 ГГц он формирует выходной сигнал через делитель, что дает сигнал со спектром, богатым гармониками, в том числе нечетными. В итоге получаем очень быстрый прямоугольный сигнал с фронтами порядка сотни пикосекунд. Судя по даташиту, выходная мощность остается достаточно равномерной до 3 ГГц. Ригл с полосой 1,2 ГГц определяет время нарастания примерно как 350-400 пикосекунд. И с большой вероятностью это уже ограничение самого Ригла, а не генератора. А вот Хантек на обоих генераторах показывает примерно одно и то же время нарастания, что-то около 700 пикосекунд. Это и есть ограничение самого прибора. Если воспользоваться простой оценкой, полоса примерно равна 0,35 деленное на время нарастания, то для 700 пикосекунд получается как раз около 500 МГц, которые, собственно, и заявлены производителем. У LMX2820 минимальная частота 50 МГц, поэтому от 10 до 50 МГц я использую C5351, ну и после 50 МГц LMX2820. Итак, те же 10 МГц, в отличие от Регола, C5351 выдает сигнал с гораздо более резкими, менее 1 секунды фронтами, и это делает форму сигнала более прямоугольной. Сигналы с быстрым фронтом имеют более широкую полосу и часто вызывают всякие паразитные резонансы в цепи и входном тракте осциллографа. Это приводит к характерному звону в начале полки меандра. Хантек отображает этот звон в виде такого размытого выброса, а Ригл пытается показать отдельные детали переходного процесса. От 10 до 50 МГц не происходит ничего примечательного. Видно, что теряется детализация и полка сигнала постепенно уменьшается, так что переходной процесс, который длится около 5 наносекунд, занимает уже половину полки. Оба осциллографа по-прежнему отлично справляются с отображением меандра, а вот для осциллографов начального уровня, например, на 250 мегасэмплов, это уже неподъемная задача, так как на период у них всего-навсего 5 точек, а на полупериод и вовсе остаются 2,5 точки. У Хантека 2 гигасэмпла и выходит 40 точек на период, а у 4 гигасэмплового Ригла, соответственно, 80 точек, поэтому сигнал у него выглядит детальнее. Сейчас я подключил генератор LMX2820. Частота та же 50 МГц, но фронты у него быстрее, чем у C5351. Возможно, поэтому и звон становится более выраженный. Сначала посмотрим, как меняется меандр в диапазоне от 50 до 300 МГц с шагом 10 МГц. По мере того, как частота увеличивается и, соответственно, уменьшается длительность полки, меандр все больше искажается и теряет детали. На частоте 300 МГц Хантек показывает сигнал больше похожий на искаженный синус, чем на меандр. А на частотах выше 300 МГц пропадает любой намек на прямоугольную форму, ведь даже третья гармоника лежит за пределами 900 МГц.
а 900 МГц Хантек уже не берет. Где-то после 350 МГц и выше Хантек будет показывать только синус. Ригл же благодаря своим 4 гигасэмплам и полосе в 1,2 ГГц будет показывать подобие меандра где-то до 500 МГц. Но после 500 МГц он сдается. И выше по частоте также может отобразить только синус. Вроде неплохо, но это был одноканальный режим. Но если на частоте 200 МГц я активирую второй канал, то вполне различимый меандр превратится вот в такую дергающуюся загогулину. Более или менее приличный меандр в двухканальном режиме можно наблюдать, только опустив частоту генератора до 100 МГц. Но даже на 100 МГц сигнал выглядит очень примитивно, с плохой детализацией, и это вполне ожидаемо, так как на каждый канал приходится всего по одному гигасэмплу, и соответственно одну клетку только две точки сэмплирования. И если на 4 гигасэмплах в Ригале активировать 3-4 канала, так чтобы на один канал приходилось всего по одному гигасэмплу, то и на Ригале меандр будет выглядеть похоже. Как я уже говорил, в двухканальном режиме можно задействовать ФНЧ. Это позволяет сделать отображение сигнала намного стабильнее. А на 50 МГц даже с активными двумя каналами меандр выглядит вполне детализированным. Хантек 2D50 стоит около $400. В этой ценовой категории можно найти осциллографы классом выше, но на 1 гигасэмпл. У меня под рукой есть 200 мегагерцовый Regal DS1202ZE. На частоте 50 МГц Regal практически не показывает колебаний переходного процесса, которые хорошо заметны на Хантек. Здесь сказывается и меньшая полоса пропускания 200 МГц и частота дискретизации всего 1 гигасэмпл. У Хантека, как я уже говорил ранее, время нарастания около 700 пикосекунд. У Ригала 1,5 наносекунды. По формуле 0,35 деленное на время нарастания, это соответствует полосе 233 МГц. Где-то так и есть. Реальная полоса у этого Регола действительно немного выше, чем заявленные 200 МГц. На 100 МГц Антек еще сохраняет полки и выброс переходного процесса, тогда как Regal уже заметно сглаживает сигнал. На 200 МГц Антек тоже сильно теряет форму, но в сигнале еще угадывается меандр. Regal же показывает уже почти только основную гармонику. На 300 МГц у Regal из-за спада ЧХ уже сильно проседает амплитуда, тогда как Антек все еще пытается отобразить намек на меандр. Ну и выше 400 МГц Regal уже не может выдавать даже синус. Regal работает стабильнее и в целом ощущается более качественным прибором, но на граничных частотах все равно решают базовые характеристики. Благодаря более широкой полосе и удвоенной частоте дискретизации Hantec позволяет работать с сигналами более 500 МГц, в то время как Regal полностью сдается на частоте 400 МГц. Я думаю, многим будет интересно посмотреть, насколько сильно 2D50 отличается от своего предшественника Hantec 2D15. Разница здесь действительно огромная. Уже на 10 МГц 2D15 имеет сильно выраженный звон, поэтому я буду использовать генератор C5351. Обращаю внимание, что вход 2D15 нагружен проходным 50-омным терминатором. Осциллографы подключены одинаковыми 50-омными кабелями. Так что претензии о том, что вход осциллографа плохо согласован с генератором, не принимаются. Это отсылка к одному из прошлых моих видео про Hantec 2D15, в котором многие тогда считали, что основная проблема была в плохом подключении или источнике. Как видите, сейчас перед вами два Hantec, и новая модель показывает сигнал адекватно, в то время как 2D15 точно так же сильно звенит на фронтах. Кстати, на 4PDA есть ветка, посвященная осциллографам серии DSO 2000, где люди делились доработками фронтенда, после которых звон может быть меньше. Но я в свой 2D15 не лазил и показываю все как есть по заводу. На 30 МГц из-за сильного звона 2D15 уже практически не позволяет различать полку сигнала.
На 50 МГц 2D50 все еще показывает вполне приличный меандр с близкой к реальной амплитудой. У 2D15 сигнал уже полностью разваливается, полка тонет в звоне, а выбросы на фронтах почти вдвое завышают амплитуду. После 100 МГц 2D15 уже рисует только синус, а 50, как я уже не раз демонстрировал ранее, все еще позволяет определять форму сигнала. Что интересно, если установить частоту сигнала генератора на 50 МГц и на 2D50 включить второй канал, так чтобы оба осциллографа работали с частотой дискретизации 1 гигасэмпл, разница остается хорошо заметна. Доработанный фронтенд 2D50 позволяет ему гораздо корректнее отображать сигнал, тогда как 2D15 из-за звона и неравномерной чиха заметно искажает его форму. В общем, на фоне 2D15 новый 2D50 выглядит заметно взрослее. Он лучше держит форму сигнала, меньше звенит и точнее показывает амплитуду. Но почти двукратный рост цены делает его уже не прямой заменой старой модели, а прибором другого класса. Поэтому, несмотря на сходство внешнего вида, воспринимать его как преемника 2D15, наверное, было бы не совсем правильно. В общем, как бюджетный 2 гигасэмпловый осциллограф 2D50 рисует прямоугольные сигналы вполне адекватно. По сравнению со старым 2D15 аналоговый трак действительно стал заметно взрослее, и заявленные 500 МГц уже не выглядит совсем пустой маркетинговой цифрой. Но полноценным 500 мегагерцовым осциллографом я бы его все равно не назвал, так как у приборов такого класса на рынке обычно есть гораздо больше запас по дискретизации, более серьезные АЦП и соответствующие ФНЧ. На этом я завершаю первую часть. Я думаю, что даже этого вполне достаточно, чтобы сделать вполне определенные выводы по поводу данного осциллографа. Во второй части я рассмотрю чувствительность, немного затрону функцию FFT, генератор, щуп, ну и поделюсь своими выводами. Ну а сейчас на этом у меня пока что все. Всем пока.